скажем вам так, привыкшие к этому всему, да? А человек, который приехал первый раз и увидел это, ну, я думаю, он. Всем привет. Всем большой привет с города Норильска. Иду по улице Солнечная, 8. Вот, это вот Солнечная, 8 у нас. Эх, Иду со стороны улицы. По дворам уже не стал идти, потому что, ну, там неудобно. Решил здесь пойти. Взял себе немножечко попить. Взял себе латте, а вот из машинки. Ну, в принципе, нормальная, вкусная. Вот это вот магазин. А вот этот магазин называется «Азарт». А вот, вы знаете, я всегда задавался себе вопросом, откуда они берут эти названия. Вот какие ваши ассоциации первые на название «Азарт»? Магазин «Азарт», да? Вот это вот, видите, контейнеры стоят. Это холодильники. Вот такие большие-большие. Ну что вы, догадались, что за магазин там? Ну, я думаю, нет. Вообще по такому названию сложно догадаться, что за магазин. О, смотрите, коммерческий магазин. Солнечная, 8. Шестой подъезд. Тут дырка. Коммерческие магазины раньше были в 90-е. Вот эта вывеска, она, наверное, висит с 90-х. Хозяин, наверное, даже уехал уже. Давным-давно. А вывеска до сих пор висит. Да, я помню, в 90-х были такие магазины, коммерческие магазины. Кто хотел, тот открывал. Ну, допустим, вот была квартира какая-то, да, и там на первом этаже, допустим, да, и человек просто решил открыть магазин. Что-то продавать там или еще что-нибудь. Да, было такое. Я помню, мы детьми были, и около школы магазин был такой тоже в подъезде, тоже кто-то открыл, там такая витрина. И этот магазин продавал просто жвачки. Ну вот, жвачки разные. Ну вот, я помню, жвачки были Дональд Дак, потом жвачки Турбо были, еще какие-то. Ловис жвачки были. Это вообще очень крутые жвачки были. Ну и мы вот это вот на переменке, если родители деньги дали на питание, мы бегали вместо питания, покупали эти жвачки. Вот так вот такая история была. Вот это вот здание, это у нас склад Техноавиа. Вот эта вот панель, видите, вот это вот. Это тоже пережитки Советского Союза. Откуда они эту панель взяли? Ну, я так думаю, на какой-то помойке. Это однозначно. Вот. Что вот это за здание справа? Что за жилой дом, я не знаю. Но вон то жилой дом 8. А вот этот жилой дом, я не знаю. Может быть, продолжение? А, черт его знает. Вон голубей кто-то кормит, видите? Погода хорошая сегодня. Иду с утра с медкомиссии. Вот. Есть время поснимать. Вот. Кофе еще вроде не остыл. И вот мы с вами вышли на вот такой вот дом. Этот дом очень долго был заброшенный. Ну как заброшенный? В каком плане? Каркас был построенный, да? А, а сам дом стоял, и его никто не делал, да. Вот. А потом как-то время пришло, и вот построили вот такой дом практически с нуля. На основе каркаса. Вот, смотрите, какой классный дом, да? А вот облицован панелями, 2 подъезда. Вообще здоровский. Вот если бы в Норильске были все такие дома. Ну вот не такие вот, допустим, да? В
примеру. А вот такие вот. Было бы вообще классно. Решил срезать путь. А вот решил пойти, скажем так, по бездорожью. Вон там, видите, какие-то конструкции такие интересные. Хочу посмотреть на них. Здесь вот какая-то арматура торчит. Какой-то фундамент. Видно, что-то планировалось сделать. Вообще здесь как-то планировалось сделать такую площадку, довольно-таки интересную, такую релакс-зону. Но что-то как-то, по ходу дела, не задалось. Вот, вроде что-то сделали и бросили. Ну, или мне так, по крайней мере, кажется. Вот, смотрите, практически подошли мы. Вышли на тропу. Вот тропа. Вот одна тропа ведет туда, а другая тропа ведет туда. Но нам вот сюда надо, на вот этот вот арт-объект. Давайте посмотрим его. Вот это вот, видите, прямо. И здание чуть левее и правее. Это у нас что-то со связью связано. Но не помню. Не могу вам точно сказать. Вот, пришли мы на этот арт-объект. Слушайте, ну довольно-таки классно сделано, да? Смотрите, здорово. Ну, даже сейчас хорошо смотрится. Вот какой-то столик. И здесь, по всей видимости, плитка. Да, плитка, видите? Плиткой выложена. Все. Вон там вот тоже. Ну, классно. И вот этих арт-объектов довольно-таки много. Вот один, там 2, 3, вот 4, 5, 6. 6 этих арт-объектов. Классно. А вот здесь вот люди что-то копают. Вот, видите? Здесь лопаты стоят. Чем занимаются? Не знаю. Ну, наверное, каким-то улучшением, апгрейдом. Однозначно. Вон там вот, смотрите, еще какой-то арт-объект. Ну, тоже посидеть, наверное. Да? Пойдемте подойдем, посмотрим. Ага. Да, это... Или что это? Без понятия даже. Вот накрыто целлофаном. По всей видимости, это клумба и место для сидения. Да, вот так вот. Ага. Да, точно. Вон деревца, смотрите, видите, уже как бы приготовились к зиме, засыпают. И вот это дерево. Ага, и вот здесь вот. Но вообще в Норильске планируют до 35-го года сделать центр Арктики. Вот. Ну, не знаю. Получится, не получится. Вопрос, наверное, только в деньгах. Это однозначно. А вот тут какой-то бассейн. Видите? Но бассейн, правда, в снегу весь. Ну, черт его знает. А вон этот дом, видите, вон он. Вот так вот отсюда, с этого ракурса. Но выглядит очень круто, я вам говорю. Вот. Пойдемте. Вон там какая-то машина стоит. Это, по всей видимости, снегоуборочная. Ну, что-то она какая-то маленькая. Это машинка. Снегоуборочная. Не, это не снегоуборочная машинка. Это, видно, наверное, на прокат дают. Ну вот. Все. Прошли мы весь парк. Вот. Ну, конечно, тут в этом парке надо работать и работать. По классике жанра мы с вами идем к мусорному ящику. Для чего? Ну, если кто меня первый раз смотрит,
то я объясню, что мусор надо выкидывать в мусорку. Вот. И тогда город будет почище. Вот мы находимся с вами на детской площадке. Вот качеля. Видите, какая? Ага. В принципе, на такой качеле можно и зимой кататься. Да? Вот. А вот еще одна. Ага. Здорово. Что-то ветер поддувает. Сейчас. Подождите, одену капюшон. А вот. Вот тут, смотрите, тоже какая-то детская конструкция, чтобы ребятишки лазили, дурачились. Какие-то зацепы. Вот видите? Ага. Все прикручено. И вот зацепы. Интересно. А вот эта штука сделана. Типа как самолет. Ну, прикольно, да? Раньше этого не было ничего. Это типа пропеллер, что ли? Это вот там вот кабина получается, да? А вот здесь вот пассажиры будут сидеть. Здорово, да, сделали? Ну, кто-то, конечно, исписал это все. Но есть такие некультурные люди. А, вот еще, вон, смотрите, тоже классная тема. Да? Вон, видите, можно, в принципе, кататься. И рабочая. Здорово. Вот мы подошли с вами к этому дому. Вот этому новому. Говорят, это гостиница для начальства. Ну, я, по крайней мере, слышал так. А вот. Как-то показывали по телеку, что здесь вообще цивильно. Там полный комплект. Там полный комплект. То есть там заезжай и живи. Да, классно, конечно. Вон, смотрите. Подвальчик закрытый, все закрыто. Вон камеры стоят. Вон, видите? Ну, на материке вообще так давно уже делают все. Вот. Вот мы с вами обходим этот дом. Вот, потому что хочу вам показать еще горы. Горы в снегу уже. Здорово. Конечно, в Норильске бывают такие погодные условия вообще очень суровые. Но бывает, как сейчас. Погода очень хорошая. Вон, видите? Вон то горы норильские. Они уже покрылись снегом. Камера, конечно, не передаст этого всего величия. Это, конечно, надо смотреть вот именно вживую. Мы, норильчане, скажем вам так, привыкшие к этому всему, да? А человек, который приехал первый раз и увидел это, ну, я думаю, он охренеет от этой красоты всей. Вот. Вон там вот, смотрите, вон там вот тоже горы. Вон там вот. Вон там вот горы. Угу. Здорово. Как-то, вы знаете, были мы в Сочи. Ну, приехали с Норильска с семьей в Сочи на море. Ну и что-то гуляли, бродили. Сели в такси. Нам что-то надо было срочно куда-то доехать. Ну, всей бандой. И это... Я у водителя, а водитель местный. Ну, кавказской внешности, мужчина. Такой, я у него спрашиваю, а вы, говорю, на море ходите? Он говорит, а зачем, говорит. Я говорю, ну как зачем? Там, отдохнуть, покупаться. А он говорит, знаете, для нас море — это обыденность. Нам вообще это не интересно. Абсолютно. Мы так привыкли к этому. То есть и мы поработали, пришли домой, занялись своими делами и все. То есть так же самое, вот к чему я это все рассказал. Так же самое и для нас, норильчан. Горы, вот этот снег весь, да. Для нас это обыденность. Мы живем в этом.